Бывшие миллионеры Reddit, расскажите, как вы потеряли все свое состояние. Спасибо всем, кто ставит лайки под моими роликами и подписывается на канал. А также отдельное спасибо тем, кто пишет комментарии. Конечно же, длиннее 4 слов. Приятного просмотра, я начинаю. У меня есть родственник, который самостоятельно зарабатывал миллионы долларов много раз. Он был самым трудоголичным человеком из всех, которого я когда-либо знал. Как только он окончил среднюю школу, он получил лицензию на недвижимость и стал успешным риэлтором. За 30 лет своей жизни он успел открыть успешную строительную компанию, магазин по продаже кухонных шкафов и владел более чем 20 объектами аренды. Но этому жадине все было мало, и он начал сдавать недвижимость в аренду именно тем людям, которые могли платить еще больше, чтобы он мог потратить эти деньги на выращивание каких-то растений. Он использовал свою гранитную компанию для их перевозки через границы штата, а теперь он сидит в тюрьме, где ему предстоит провести еще минимум 10 лет. Правительство собирается прикрыть весь его бизнес с арендой и изъять все деньги. Изменено. Я должен добавить, что он отправлял растения в 9 различных состояниях, 7 из которых была травка, она незаконна, при помощи независимой почтовой службы США. Вы можете узнать больше о деле здесь, ссылка будет в закрепленном комментарии. Просто владение вещами не означает богатство. Возможно, он слишком распространил границы бизнеса и прочего и не мог позволить себе оплатить свой долг. Возможно, марихуановый бизнес был единственным, что держало его в беде. Думаете, он был на подъеме, когда начал зарабатывать деньги и добился всего действительно честно и сам? Или он был из тех, кто всегда нарушает законы, чтобы добиться успеха? Мой папа бывший миллионер. Он гребаный волшебник в создании успешного бизнеса. Его проблема была в том, что он не мог их отпустить, бизнесы. Он босс, владелец, который никогда не нанимает менеджера, который не является членом семьи, потому что он просто никому не доверяет управление своим бизнесом. Он загнал в землю 3 компании с доходом в $1 миллион, потому что не мог угнаться за собственным успехом, отказавшись нанимать людей, которые делали бы это за него. Помогли в этом. Могу ли я узнать, какой бизнес начал ваш отец? Как он начал свой первый бизнес? Я знаю, что это личные вопросы, но мне просто нравится учиться у успешных людей. Не совсем уверен, как именно он их начал, но кажется, все началось с пиццерии, он успел открыть 3 филиала, прежде чем ему пришлось все продать, из-за того, что он был много должен и попросту не справлялся. Потом он владел арендуемой недвижимостью, это принесло ему много денег, но по мере того, как он расширялся, он не мог справляться с техническим обслуживанием, поскольку он пытался делать большую часть этого сам. Здания пришли в упадок, и в конце концов ему пришлось все продать, потому что он не мог позволить себе необходимый ремонт. А вот отсюда он начал свой, пожалуй, самый успешный бизнес – автошкола. Он добрался до 5 филиалов, и по сей день практически все в штате старше 40 учились вождению либо лично у моего отца, либо в одной из его автошкол. Он взял на работу мою маму, чтобы она помогала ему управлять делами, потому что его отчеты были в беспорядке. У них в то время был роман, а уже здесь появился я. И когда мои родители разошлись, то мама ушла из бизнеса, и отец больше никогда не нанимал никого на ее место. А здесь переносимся на 5 лет вперед, ему снова пришлось все продать, чтобы покрыть свои убытки. В итоге он устроился менеджером в местную компанию и проработал там до выхода на пенсию. Не я формально, а моя бабушка. Итак, небольшая предыстория. Мои прабабушка и дедушка владели бизнесом по производству роскошных шуб и зарабатывали кучу денег. Когда моя бабушка и ее брат, мой двоюродный дедушка, переехали из родительского дома, им дали приличную сумму денег. Не миллионы, но гораздо больше, чем средний человек может получить в такой ситуации, для финансирования их взрослой жизни. В итоге двоюродный дедушка открыл 2 предприятия на эти деньги: заправочную станцию и партию подержанных автомобилей. Он неплохо зарабатывал на них. Мы вернемся к нему чуть позже. Однако бабушка взяла эти деньги, которые ей дали, и потратила достаточно много на модную одежду, поездки и так далее. Затем она вышла замуж за моего дедушку и родила 3 детей. Позже он изменил ей и забрал кучу ее оставшихся денег при разводе. Тем временем двоюродный дядя продолжал заниматься своим бизнесом, открывая таксофон, вертолетные туры и подобное этому дерьмо. В этот момент он был на грани банкротства. Некоторое время спустя мои прабабушка и дедушка умерли, с разницей в несколько месяцев. Они разделили свое наследство на 2 части. 1/3 досталась моему двоюродному дедушке, а 2/3 бабушке. Аргументом было то, что он был богатым холостяком без детей, а она изо всех сил пыталась справиться с работой секретарши, при этом в одиночку воспитывая 2 детей. Это немного расстроило моего двоюродного дядю, поскольку он знал, что она сделала со своей предыдущей огромной частью денег. Он по большей части был зол из-за того, что наследство поделено не поровну, а не из-за того, из-за чего действительно перестал разговаривать с бабушкой. Во всяком случае, пока нет. Как вы думаете, что моя бабушка сделала со своими огромными деньгами,
деньгами? Она открыла бизнес? Нет. Она куда-то вложила деньги? Не. Делала ли она что-нибудь полезное? Конечно, нет. Первое, что она сделала, купила отличный большой дом в хорошем районе. Собственно, нет. Подождите, это было второе, что она сделала. Первое, что она сделала, бросила работу. Затем она купила роскошную машину. Потом роскошную одежду для мамы, тети и дяди. Она наняла горничную на полную ставку. Позже они отправились в путешествие по самым дорогим местам планеты. Изысканные блюда каждый день, все игрушки и техника, все, что только можно захотеть. Вы называете, она покупает. Поэтому неудивительно, что она сожгла все наследство менее чем за год. 2/3 деньги, которые ее родители зарабатывали всю свою жизнь. Больше денег, чем кто-либо может разумно потратить, она потратила менее чем за 12 месяцев. Но она продолжала тратить, загоняя себя в долги. Они потеряли дом, потеряли роскошную машину и даже были вынуждены продать всю свою модную одежду и игрушки, просто чтобы выплатить огромный долг, в который ей удалось залезть. А потом она пришла в офис моего двоюродного дяди и попросила у него денег. Служба безопасности немедленно вышвырнула ее, и ей сказали, что он больше никогда с ней не заговорит, и он никогда этого не делал. Каково же было мое удивление, когда я вырос на грани полной нищеты, и моя семья говорит мне, что раньше они были ужасно богатыми. Из-за того, что сделала моя бабушка, мой двоюродный дедушка прервал связь с ее частью семьи на годы. Я встретил этого человека только в подростковом возрасте. Я думаю, что позже в своей жизни он чувствовал себя плохо из-за того, что не общался с остальными членами семьи, когда вся вина лежала на моей бабушке, и он начал время от времени разговаривать с нами. Мы знали, что ничего не будем просить у него, даже если мы все выживали. Когда моя бабушка лежала на смертном одре, она умоляла нас отвезти моего двоюродного дядю в больницу, чтобы она могла извиниться перед ним. Когда ему рассказали об этом, он ответил: «Мне плевать». А затем, по иронии судьбы, он женился на очевидной золотоискательнице, или же охотнице за его деньгами, которая была на 30 лет младше его. Она пережила 2 других уже мертвых старых богатеньких папиков. А потом, когда он умер, она получила все, отключила их телефонную линию и исчезла. Как гребаная бандитка. Его настоящая семья ничего не получила. Мой батя, а не я. После выхода на пенсию он сделал несколько действительно проницательных инвестиций на фондовом рынке. Это были варианты на нефтеперерабатывающий завод, в то время, когда в США их действительно не хватало. Мой отец провел много исследований по этому поводу и внимательно изучил ситуацию. Он разбогател примерно на $2 миллиона. Он мог бы жить на них всю жизнь. Мой папа уже был очень умным парнем на тот момент. Он имел докторскую степень по математике и был очень уважаемым профессионалом, с большим мозгом еще в 60-х годах. Однако он думал, что это вывело его на новый уровень. Он купил много новых опций в той же компании. Я посоветовал ему вложиться во что-то, что принесло бы ему больше доход. Я сказал ему, что если он это сделает, то он всегда будет богатым. Что ж, сейчас он довольно далек от этого. Я не говорил ему об этом с тех пор, как он все потерял. В то время я сделал все, что мог, чтобы спасти его от самого себя. Но кем же был я? Мне больно видеть, как это обернулось для него. Он много чего делал в жизни правильно. Он заслуживал лучшего, но, к сожалению, это не помогло ему в инвестировании. Мораль этой истории такова: вы не являетесь инвестиционным гением после своей первой победы в жизни. Вам нужен послужной список, хотя бы какой-то опыт в этом. Диверсифицируйте. Диверсификация – это расширение ассортимента выпускаемой продукции, повышение эффективности производства, получение экономической выгоды, предотвращение банкротства. Это именно то, что делал мой отец, но еще он отличался этим. Он решил вместо тщательного исследования, что акции этого конкретного банка росли каждый год примерно в одно и то же время, когда выплачивались дивиденды. Заработал $50 тысяч на инвестиции в $300 тысяч. Азартная игра на всех своих деньгах. Решил, что он опытный инвестор, обыгрывающий рынок. Собрал $120 тысяч в компанию, которая пыталась добывать уголь, еще не добившись этого, по горячему совету друга. Акция этой компании была копеечной. Это было сразу после GFC. В Австралии, когда экспорт угля в Китай падал с обрыва, это было категорически против всех советов, с кем он разговаривал, включая меня. Потерял 90% этого. Сетовал на свою жадность и поклялся никогда больше этого не делать. Впал в депрессию, выучил урок, бла-бла. Чудом угольная компания превратилась в космическую компанию. Акции вернули 100% стоимости по цене, которую он купил. Мы случайно узнали об этих акциях в это время. Через 7 лет после первой покупки я говорю: черт возьми, приятель, какое чудо! Круто, у тебя ведь они есть, ты бы мог их продать. Нет, они могут подняться еще немного. Ты не можешь быть серьезным. 1 месяц спустя они снова упали на 90%. Гипотетический миллионер. Я купил биткоины на $100, когда они стоили около $1 каждый. Я продал их, когда они стоили около $2,5 за штуку. И был так счастлив, что зарабатывал деньги на интернет-монетах. На тот момент, когда я пишу этот пост, мои биткоины стоят $1 855 000.
Спасибо, что досмотрели до самого конца. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал и жать колокольчик. Пиши под ролик любой комментарий длиннее 4 слов или расскажи свою подобную историю, если она, конечно же, была. А также предлагаю посмотреть тебе вот эти два ролика. До скорых встреч!